Вы, скорее всего, замечали в кино такой сюжетец, в котором бравый герой попадает в высотный дом, где на самом верху сидят бандиты, например, вот этот фильм или вот тоже неплохой вариант. Таких фильмов реально много, если поискать. И обычно в этих сюжетах наш чувачок должен подняться через толпы вооруженных отбитых головорезов, наркош, психов и дом освободить. Главного злодея, например, скинуть с крыши, и на этом фильм обычно заканчивается. Но я акцент делаю не на крутом герое, а на том, что очень высокий дом, буквально небоскреб, практически полностью принадлежит бандюганам, и выкурить их из дома полиция никак не может. Так вот, такой ход с огромным домом и преступниками сегодня считается распространенным заезженным клише, и такой сюжет фильмов ведь ни на чем не основан. Это просто типичный классический сюжетец, придуманный гениальными сценаристами. С реальностью такие истории ничего общего не имеют. На этом видео заканчивается. Теперь сходите, посмотрите видео про Годзиллу. Я его делал полгода, я старался. И я пойду дальше. Киллмангеру аппарата. Кто это? Как? Как? По буквам еще раз можно? Ага. 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 Ой, а можно еще раз? Ага, ага. Огромная 54-этажная бетонная высотка, возвышающаяся над городом, была построена в целях показать величие и богатство белых людей. Но со временем элитный райский дом стал центром бандитизма, продажи оружия, наркотиков, органов, рабов и проституции. И даже армия боялась приближаться к этому зданию. Этот дом прозвали башней ада. Да ну на... Этот дом-колодец стал центром бандитских африканских группировок не просто так. Не потому, что в нем продавали арбузы, а крыша дома напоминала баскетбольное кольцо. Ладно, извините за такой юмор. В действительности же я так не думаю. Не думаю, что все черные отлично играют в баскетбол. Они отлично убегают от копов. Блин, YouTube, прости. Это не расизм, это просто юмор. И на самом деле, надеюсь, тупыми шутками я обстановочку разрядил. А теперь мы обсудим действительно невеселую историю создания этого домика. Как же так вышло, что самый презентабельный и элитный дом вдруг заселился бандюганами? Все началось, угадайте, с кого? С британцев? Не-не-не-не-не-не-не. Почти с британцев. Как обычно, я зайду издалека. Задолго до небоскребов, бетонных стен и криминальных банд мы откатимся на целых 500 лет назад. В то время, приблизительно в 15 веке, у зажравшихся европейцев был такой прикольчик – ездить на разные земли и силой заставлять местных работать за еду, иногда за собственную жизнь, и отдавать европейцам все нужные ресурсы. Процесс этот назывался европейской экспансией. А теперь пару слов о Африке тех лет. Проживали там, по сути, обычные африканские племена. То есть почти во всем африканском регионе не было даже и намека на цивилизацию. Камон, целых 500 лет назад. Там буквально недавно динозавры жили. Кстати, видео про Годзиллу посмотрите. Так вот, кучка разных черных ребят просто жили в племенах, срали под дерево, верили в своих богов. Если и Свинтуру смотрели, то понимаете их уровень развития. Общества. Уровень развития общества. Повторюсь, Южная Африка 500 лет назад была землей разных народных племен. Время и место, конечно, было суровое, но по меркам эпохи достаточно беззаботное. Люди охотились, выращивали скот, вели вражду между племенами, размножались, танцевали. И в общем, жили они так не тужили, торговали своими кокосами, и тут вдруг приехали, откуда ни возьмись, европейцы. Первыми оказались португальцы. Но их больше интересовали корабельные маршруты. Им там нужно было сделать небольшой перевалочный пункт.
чтобы проще перевозить товары туда-сюда. Ну, сделали что-то типа средневекового склада маркетплейса. Португальцам вот эти вот приколы с колониями были совсем неинтересны. Ну и, конечно, они давали местным какие-то плюшки. Ну там табачок привезут, чайком угостят. А африканцы и не против были. Ну и на таких условиях это продолжалось где-то 150 лет. А вот настоящая оккупация территории и местных началась с голландцев. В 1652 году голландская Ост-Индская компания основала в Южной Африке Капскую колонию. То есть голландцы буквально оккупировали вот эту часть территории и начали свозить туда белых европейцев. Капская колония оказалась одной из самых успешных переселенческих проектов из всех голландских колоний, а таких было немало. А также Капская оказалась самым успешным на африканском континенте. В Капскую колонию ехали сами голландцы, а также к ним присоединились немцы и французы. И они уже все образовывали новую белую народность в Африке. Их прозвали африканеры. И по итогу в Капской колонии тусовалось около 3 миллионов белых человек. После эта территория станет столицей Южноафриканской республики и ее назовут Кейптаун. Но до этого еще далеко. Короче, эти 3 миллиона человек расчистили для себя площадочку для жизни, образовали там фермы, выгнали местных аборигенов подальше от себя и начали строить бизнес. Какой такой бизнес? Они занялись продажей рабов по всем нуждающимся в этих самых рабах странам. Голландцы там строили форты, завозили рабов из Индонезии, Мадагаскара, набирали рабов из этого же региона Южной Африки, договаривались с местными, чтобы местные приводили рабов и перевозили их во Францию, в Британию и, конечно же, в США. К слову о США. Мало кто понимает масштабы, я объясню. Масштаб там был такой охуевший, что на момент 1860 года в Асашай проживало всего лишь 12 миллионов человек, из них 4 миллиона это были рабы. Звучит фантастично. Но вернемся к Капской колонии. В конце 18 века у французов конкретно так порвало пятую точку с желанием всех поработить и устроить революцию по всему миру. И французы напали на Голландию. А чтобы не отдать такое крутое стратегическое судоходное место французам, британцы решили сработать на опережение и вторглись в Капскую колонию. Это вторжение еще называют битвой при Муйзенберге. И таким банальным образом бриты стали там всем управлять. И сразу стали вводить свои правильные законы. Первым делом британцы отменили рабство. Ну, тут, конечно, они молодцы, но прикол в том, что в те года рабовладельчество уже перестало работать должным образом. Люди, работающие за деньги, справлялись с работой куда охотнее, да и свободный человек, ну, в кавычках, конечно, был куда более мотивирован добиваться хороших результатов, чтобы получать, чуть больше вот этих вот копеек. Поэтому рабство постепенно стали искоренять по всему миру. И в Капской колонии тоже. Но отмена рабства не говорила о том, что африканское население получило равноправие. Африканцев все еще никто среди белого населения не почитал, да и людьми в принципе не считали. Но забавность момента заключается в другом. До британцев большую часть Капской колонии населяли голландцы, которые жили там уже несколько поколений. И хоть всех их называли африканеры, но среди африканеров были обычные деревенские фермеры-работяги. Никакие не сливки общества и не зажравшиеся капиталисты, а обычный, если можно так сказать, крестьянский люд, для которых африканский регион уже стал полноценным домом. И вот таких людей прозвали бурами. И вот буры после захвата Капской колонии британцами ушли вглубь континента и стали жить там. Причем буры не просто ушли, а создали две новые республики – Оранжевое свободное государство и Трансвааль. И вот теперь у нас есть британская сторона, которая сидит в центре Капской колонии, буры, то есть бывшие колонизаторы в другой стране, и, конечно, третья сторона – африканцы, которые хоть теперь и не рабы, но все равно народец, даже не второго сорта. И самая вишенка на торте начинается здесь. В 1867 году в Южной Африке нашли алмазы.
А еще через 20 лет обнаружили безумно гигантские залежи золота. И вот это место в будущем станет для всех знакомым таким городом, как Йоханнесбург. Внезапно земля, где раньше паслись коровы, в каких-то развалюхах жили разные сорта буров и африканцев, становится самой, реально без преуменьшения, самой ценной землей в мире. Да там даже если пыль потрясти, можно было найти частички драгоценностей. И здесь начинается прям лютый замес между бурами, британцами и местными африканскими народами. Естественно, британцы, будучи просто знатными обожателями экспансий, решили, что алмазы и золото принадлежат только им. Так начались англо-бурские войны, где Британия, в лучших традициях империй, использовала впервые в истории концлагеря. Естественно, против буров. Не буду томить. Британия победила. Южная Африка стала официально частью Британской империи. В это же время, в 1910 году, как раз таки образовался ЮАР. Южноафриканская республика. Но теперь проблема была в другом. Белых, англичан и остатков буров, в соотношении с огромным количеством к черному населению было мизерно мало. Поэтому британцы, чтобы сохранить власть и дальше лутать золото и алмазики, придумали хитрую систему, которая закрутила гайки так, что даже дьявол бы позавидовал. Если до этого белые и черные хоть как-то могли взаимодействовать, то с 1948 года появилось такое понятие, как апартеид. Простыми словами, апартеид — это узаконенный расизм. Система, которая заставила людей жить отдельно по цвету кожи. Главные узаконенные запреты при апартеиде. Черные, естественно, не могли голосовать ни при каких условиях. Нельзя было жениться между расами, был полный запрет на любые половые отношения между черным и белым населением. Были разные туалеты, разные автобусы, разные больницы, даже дорожки на улицах были разные. Черным было запрещено находиться в белых районах без пропуска. Полиция тебя могла спокойно пристрелить. И сами понимаете, что была жесткая сегрегация по уровню жизни. Например, автобусы для белых были новенькие, чистенькие, для черных же были старые, ржавые и ломались через раз. И вот такой диссонанс был абсолютно во всем. Конечно, такая жесть появилась не сразу. Она была нарастающей. Сначала сделали отдельные остановки, потом ввели отдельные заведения, после сказали, что нежелательно совокупляться с чернокожими и кпукс-реньк, и вот тебе жесточайший апартеид. ЮАР превратилась в огромную тюрьму для коренного населения, которого там было аномально много. Что-то типа 5% белых и 95% черных. А теперь пришло время упомянуть важного персонажа, имя которого вы, скорее всего, слышали. Нельсон Мандела. Родился этот черный защитник в 1918 году в одном из местных племен. Сначала он учился на юриста, был мечтателем, думал, будет отстаивать права, но быстро понял, что защищать африканцев по законам белых дело полностью бесполезное, потому что система выстроена другим образом. Поэтому он вскоре вступает в Африканский национальный конгресс и начинает свою борьбу. Сначала мирными способами, протестики, всякие забастовки, громкие речи, агитация к коренному населению. Потом, конечно, начинает все делать радикально. Устраивает саботажи, поджоги госзданий, угрозы белым господам. Поэтому в 1962 его, естественно, как самого громкого и опасного беспредельщика, ловят и судят на пожизненное заключение. Дядю Нельсона посадили сидеть на остров Роббен. Жрал он там всякие помои, ломал камни в карьере, но не ломался сам. А тем временем вся страна уже уверенно превращалась в пороховую бочку. И к 1970-м стало ясно. Коренные африканцы больше не хотят терпеть такое к себе отношение. На ЮАР активно начинает давить международное сообщество, начинают вводить санкции, бойкотируют власть, потому что те не способны усмирить надвигающийся трындец. А прямо в Йоханнесбурге зреет кризис.
Но в это время в самом центре города строители и архитекторы планируют самый масштабный проект, который станет настоящим культовым символом этой эпохи. Йоханнесбург или Йобург – место контрастов. Представьте белый мир. Чистые улицы, небоскребы с элитными на те года офисами из стекла и бетона, дорогие тачки, бутики, рестораны. Там живет элита общества. Все строят бизнес, продают алмазы и золото. Белые богачи живут в шикарных районах, в отменных домах. Воду из крана можно не то что пить, ставить внутривенно. И эти районы богачей ограждены как бы невидимыми стенами. Стенами, куда черным вход запрещен. А теперь черный мир. В это же время южноафриканцы живут в суровых гетто. Например, в печально известном Суэто. Там у людей нет прав, нет нормального жилья, нет дорог, там вообще ничего нет. Тупо фавелы из Рио-де-Жанейро. Нормального водоснабжения, конечно же, нет. Пить воду из лужи все равно, что играть в рулетку с выбором из всех неизлечимых болезней. Электричества у них тоже нет. Одежду они донашивают за умирающими в шахтах братьями. Вместо кофе они по утрам пьют перемолотый бетон. Короче, это было гетто из гетт. Чтобы черному парню выйти в центр города на работу, каждому нужен был пропуск. Без него арест, после тюрьма, а после будешь помогать брату Манделе стучать по камню. Но в 1976 году вся эта система начинает рушиться. В этом гетто-районе, Суэто, поднялось огромное восстание черных школьников, выступавших против принудительного обучения африканцев на языке буров. И чтобы эти протесты усмирить, полиция открыла огонь, убив сотни детей. Самым известным стал случай Хектора Питерсона. И тогда мир увидел настоящее лицо апартеида. Фото умирающего Питерсона разошлось по всем газетам, сначала в ЮАР, а после по всему миру. Йоханнесбург начал меняться. Начало происходить активное восстание. Черное население больше не хочет и не будет покорно слушаться белых начальников, и народ больше не способен жить в гетто, особенно когда они видят роскошную жизнь белых господ. Это начинали понимать все стоящие у власти белые ребята ЮАР. И постепенненько, без лишнего шума, белые начали потихоньку покидать Йоханнесбург, боясь беспорядков и преступности. И не зря. Какие-то локальные стычки начали происходить то здесь, то там каждый день. Черные переставали следовать законам апартеида и все активнее продавливали свои права. Но пока богатые медленно переезжали в новые элитные районы, местные строители, которым вот эти вот все бунты, восстания вообще никак не мешали реализовывать строительные бюджеты, уже строят нечто грандиозное прямо в центре города. 1975 год. Началось возведение Понте-Сити. Проект был поистине грандиозный. Во-первых, почему он оказался круглым и похож на колодец? Гениальные архитекторы хотели создать уникальный символ роскоши. И один из архитекторов, Родни Гроскопф, вспомнил, что здание можно сделать круглым. Во-первых, это будет первый цилиндрический небоскреб в Африке, а во-вторых, такой дизайн, цилиндрическая форма и концепция мини-города в городе уже были реализованы, поэтому проект был заимствован у чикагского архитектора Бертрана Голдберга и его Марина Сити, который был построен в 1964 году. Также по законам Йоханнесбурга было требование, чтобы кухни и ванные комнаты имели окна, ну и в них попадал естественный солнечный свет. Поэтому архитекторы спроектировали здание с полным внутренним пространством, так называемым колодцем, что позволяло свету проникать во все квартиры как с улицы, так и из атриума. И, как утверждал архитектор Понте, такая круговая форма еще позволяла повысить безопасность жильцов, потому что каждый, выйдя в круговой коридор, мог видеть практически все квартиры в своей зоне видимости. Ну и типа, если вдруг что-то будет происходить, жильцы выйдут и все у всех будут на виду. Также нужно было создать дом, в котором будет все.
от магазинов до спортивных залов и бутиков, чтобы люди в принципе из дома могли не выходить. Все в легкой доступности в одном месте. Причем, вроде как по первоначальному плану, на первых этажах вообще хотели разместить крытый горнолыжный курорт площадью 3000 квадратных метров. Вообще без понятия, как они хотели это реализовывать, но так было написано в записках Гроскопфа. Короче, на тот момент такая идея сделать круглый дом мини-город звучала свежо и интригующе. С внешней стороны квартиры, особенно в верхних этажах, дарили жителям прекрасный вид на Йоханнесбург. Тем самым как бы говоря им: вы на вершине мира. И вот в 1976 году Понте-Сити празднично распахнул свои двери. 54 этажа, 173 метра в высоту. Самый высокий жилой небоскреб в Африке. На одном этаже могло находиться до 13 жилых квартир абсолютно разных размеров. От холостяцкой студии до огромных таких четырехкомнатных хором. Причем Понте был устроен так, чтобы полностью удовлетворять потребность богатого человека. Во-первых, первые 7 этажей были выделены под автомобильную стоянку, вмещающую в себя, по записям Родни Гроскопфа, 2000 автомобилей. Квартир в этом доме на момент открытия было по разным оценкам где-то чуть меньше 500, а также было 6 активных лифтов и 2 грузовых. Но 4 из них доезжали только до 30 этажа, а другие 4 были этажами элиты, тех, кто жил выше 30-го. Так как дом построили на скалистой местности, то есть буквально на горе, то центральный каменный дворик решили оставить нетронутым, чтобы данное здание выглядело более аутентичным, как будто сама природа выстругала такую форму. Ладно, я эту херню выдумал. Без понятия, зачем они оставили кусок неотесанной горы, но стоит признать, выглядит интересно и первобытно. На те года, опять же по заметкам Гроскопфа, напомню, одного из главных архитекторов Понта, стоимость здания в пересчете с местной валюты по курсу на 75 год обошлась где-то в $13 миллионов. Также Гроскопф упоминает, что проектирование началось в 70-м году, то есть идея строить эту башню зародилась действительно давно. И по проекту планировалось сразу второе такое же здание, только с другой стороны района. Самые первые жилые этажи были обустроены специально под тусовые. Там были бары, ресторанчики, магазинчики, некоторые делали в Понте рабочие офисы, да и само расположение Понта было прям супер классным. В 35 минутах находился международный аэропорт, центр города находился также в пешей доступности, а в радиусе 5 километров стояли городские театры, кино, местный конституционный суд и парочка крутых университетов. То есть каждый житель Понте-Сити мог без какого-либо зазрения совести сказать, что он живет в самом понтовом месте. А кто же туда сразу начал заселяться? Естественно, белые богачи. Молодые богатенькие студенты, свободные тусовые бизнесмены, рекламные агенты, просто общественные селебы, семьи чиновников, короче все, у кого была хорошая такая куча бабоса. Элита всего ЮАР. В пентхаусах устраивали самые громкие вечеринки, шампанское, кокос, лучшие проститёти, тусичи уровня Великий Гэтсби, только в доме-колодце. Не место, а просто рай. Но такая красивая жизнь продолжалась совсем недолго. К концу 70-х вся система начинала постепенно, но уверенно разрушаться. Итак, началось следующее десятилетие. К 1980-м Йоханнесбург уже перестал быть чисто белым городом, как было до этого. Из соседних неблагоприятных районов все больше перебиралось черных ребят. Ну а белые все активнее начинали сматываться в дорогие пригороды, и Йоханнесбург начал меняться. Бизнесы стали закрывать, а в пустеющие жилые здания заселялись не только жители гетто, но и бедные мигранты из всей Африки. Потому что Йоханнесбург, повторюсь, в силу своего богатства шахтами с алмазами и золотом был очень престижным городом. И естественно туда хотели попасть все. И Понте-Сити не стал исключением.
Из него активно начали валить все элиты. Ну а вместо богачей туда медленно, но верно перла элита другого тона. Вместо богачей Понте заселили бандиты, наркоторговцы, проститутки, сутенеры, беглые преступники, продавцы оружия, угонщики, наемные убийцы. В этот дом хотел заселиться уже каждый уважающий себя начинающий мафиози, и начался активный черный бизнес. Кокосы хмурые продавали на каждом этаже, квартиры стали офисами преступных группировок. Там заключались сделки по продаже или покупке всего противозаконного, от гранатометов до органов и рабов. Хочешь устроить вооруженный налет на Белый район? Тебе в Понте-Сити. Хочешь купить несколько килограмм порошка? Тебе в Понте-Сити. Хочешь найти работу в сфере IT? Блин, чудесная была бы реклама, но нет. Хочешь вступить в семью Мангера? Тебе ко мне на Бусти. И таким образом Понте из некогда элитного, величественного, усыпанного богатством дома превратился в темную дыру, поглощающую души. Ни с того ни с сего с Понта начали прыгать люди. Дом стал небоскребом самоубийц. Многие ощущали безысходность. Люди теряли все, что у них было. В первую очередь, конечно, из-за ужасного уровня жизни, постоянного насилия и бандитизма. Многие с такой тяжестью не справлялись, поэтому потерянные приходили на крышу высотки в последний раз. Поднимались на самый верх и шагали в пустоту. Кто-то прыгал с внешней стороны, ну а кто-то падал во внутренний двор. А преступники распространяли слухи, что если прыгнуть с Понте, твое тело никто никогда не найдет. Ну а если найдет, то опознать тебя будет невозможно. Все-таки 54 этаж. Но через какое-то время количество суицидников стало таким большим, что даже бандиты забеспокоились и начали устанавливать на крыше ограждения, что только усугубило ситуацию. И люди стали сигать из внутренних окон или пробирались в квартиры и прыгали оттуда. К середине 80-х Понте-Сити был уже известен как Адская башня. Даже полиция уже боялась туда заходить. Этот бандитский муравейник невозможно было очистить или хотя бы хоть как-то контролировать. Только в редких случаях и в полном боекомплекте специально подготовленные спецназовцы могли зайти внутрь башни. И то обычно это заканчивалось серьезной потасовкой. Башня Понте была, естественно, не единственная точка заселения. Остальные дома Йоханнесбурга также начинали пустовать, и туда мигом заселялись новые мигранты, ну или просто бедные черные ребята из соседних гетто, которые устали жить в своих сараях. Естественно, такие новые жильцы не платили по счетам, не оплачивали электричество, воду, вывоз мусора. И управлятели Йоханнесбурга решили, что раз они не платят, то и пользоваться таким добром не будут. Это вам не Коалун, тут договоренностей никаких нет. И постепенно городские службы отключали такие дома от полного снабжения. Это, естественно, произошло из Понте-Сити. Вот стукнуло следующее десятилетие. 1990-е. Все меняется. Ситуация доходит до своей точки кипения, и апартеид окончательно умирает. А всему виной как раз-таки уже упомянутый Нельсон Манделла, местный супергерой, сверхчеловек и несломленный гигачат, который выходит на свободу спустя 27 долгих и изнурительных лет в тюрячке. И, кстати, да, эффект Манделлы как раз-таки исходит от этого Нельсона Манделлы. Все дело в том, что люди по всему миру начали почему-то считать, что Манделла умер в тюрьме в 80-х годах. Отсюда и пошло такое понятие, как эффект Манделлы. И в 1994-м впервые в истории ЮАР проходят выборы, где голосуют и черные, и белые. Естественно, Манделла становится первым чернокожим президентом Южноафриканской Республики. И вроде бы радость, успех, наконец-то справедливость восторжествовала, черные управляют черными. Ура! А вот и нет. Так называемая свобода не принесла никакого порядка. Все только еще сильнее усугубилось. Если до этого власти Йоханнесбурга как-то пытались удерживать миграцию и все-таки нелегалов отлавливали, соблюдали пусть и жестокие, но хоть какие-то законы,
то теперь город погрузился в настоящий хаос. Если до этого мигрантов было просто много, то теперь, без преуменьшения, сразу тысячи людей рванулись переезжать в центр города. А нюансик в том, что ни работы, ни денег там уже не было. Все либо уже закрылось, либо уже закрывалось. Богачи максимально далеко уехали в пригородные богатые районы, окружили себя максимальной охраной, ну а виновник этого видео, я про дом Понте, официально стал самым опасным криминальным зданием во всем ЮАР. И вот тогда-то его и стали жестко заселять черные ребята. Дом на момент нормальной жизни вообще был рассчитан на 3000 человек, а как раз где-то в 94-м его уже населяло 10 тысяч отбитых наркош и головорезов. Ладно, я утрирую. Там все-таки жили еще и обычные люди. Семьи бандитов, просто работяги. Банды заселяли в основном верхние этажи, чтобы до них было тяжелее добраться. Ну а так, они, конечно, устраивали налеты на соседние дома, насиловали, убивали, грабили и все тащили к себе в башню. И вот тут уже началось самое, на мой взгляд, забавное. Эти бандитские идиоты мусорили и срали везде. Но про это я расскажу чуть-чуть позже. Новые власти начинали предпринимать какие-то активные действия в попытках выкурить из этого дома всех негодяев. Потому что Понте-Сити был уже не просто гетто, это был город внутри города. Местные банды контролировали все. Самая первая серьезная попытка зачистки прошла в 1995. Но полицейский рейд полностью провалился. Полиция просто не смогла контролировать здание. Преступники знали каждый коридор, знали, где спрятаться, каждую лазейку, каждую щель и туннель. А из-за круговой формы здания и нескольких лестничных пролетов было очень легко отбиваться от полиции. Второй, уже более подготовленный и самый жесткий рейд произошел в 1998-м. Спецназ ЮАР ворвался в Понте с БТРами, снайперками и винтовками. Было арестовано 600 человек за один день. Убийцы, наркоторговцы, беглые преступники, но через пару месяцев все вернулось на круги своя. Властям пришлось искать кардинальные решения. Как вы помните, Понте-Сити отключили от электричества, водоснабжения, канализации, а уборщики мусора даже близко не подъезжали к этому адскому месту. Ну а бандиты, вы сами понимаете, они бандиты, а не кухарки и домохозяйки. И вот эти вот замечательные жители-негодяи не придумали ничего лучше, чем избавляться от мусора, кидая его в окна. Мусорные пакеты, бутылки или содержимое ведер выкидывалось просто из квартир. Ну и, конечно, весь дом постепенно превращался в свалку. Естественно, это происходило не за один день и не за месяц. Это происходило годами. Просто я только сейчас начал об этом говорить. И вообще я вам рассказываю достаточно сжатую хронологию, делайте на этом пометочку. После того, как Манделла пришел к власти, он с новой администрацией, конечно, начал пытаться налаживать коммунальный вопрос. Снова дал в Понте свет и воду, но до этого, несколько лет без лифта, люди там, конечно, устраивали трешняк. Например, от старой мебели или шкафов и диванов они избавлялись очень просто. Выбрасывали из окон прямо в центр. Все еще не забываем про суицидников. Туда же бандюги сбрасывали разных жертв в целях устрашения, поэтому мусора было так много, что центральный скалистый круг был завален всяким барахлом аж до 4-го этажа. Но это по одной из версий. По другой версии мусора там было аж до 4-го жилого этажа, то есть завалено было еще первых 7 этажей автостоянки. В одном из рассказов местных я нашел инфу, что пока не работали лифты, а канализация была забита. Если вы сейчас кушаете, то, приятного аппетита. Короче, те, кто жили сверху, выкидывали свои фекалии в шахты лифта. Подробностей, до какого уровня они накидали туда говна, я не знаю. Но, если честно, не особо-то и хочу. Каких-то прям подтверждений такому явлению, кроме парочки статей в интернете, я не нашел. Может быть, это местная дурацкая байка, но что-то мне подсказывает, что правда где-то посередине. Ну а если это реально правда,
то боюсь представить, какой радиационный фон там мог сформироваться от одного только запаха. Ну и в общем, все вот эти вот факторы, общий срач, постоянные попытки полиции прикрыть лавочку, постоянная ловля всех бандитов на улице, улучшения в сфере городских структур, налаживание жизни, естественным образом выкурило из Понте всех не готовых к новым правилам жизни бандюганов. И как раз уже к 2000-му башню Понте населяли не прям уж добросовестные жильцы, конечно, но уровень криминала кратно спал. В 2000 году власти объявили, что готовы взорвать к чертям этот злосчастный дом. План был простым. Всех оставшихся жителей, которые не замечены в преступных махинациях, переселить. Небоскреб динамитом взорвать, а на его месте построить очередной жилой комплекс. Только уже правильный. Но все пошло не так. Экономический кризис 2000-го проект сорвал. У правительства не хватило денег, поэтому здание стояло в таком полузаброшенном состоянии еще целых 7 лет. Внутри было тонны мусора, грязь, крысы, следы прошлых преступлений, и в целом Понте-Сити стал символом провала новой власти. Кто-то из чиновников даже предлагал сделать из Понте тюрьму, потому что дом был идеальной формы. По типу паноптикума. Это когда башня надзирателя стоит в центре и видит сразу всех преступников. Но идея тоже оказалась дурацкой. 54-этажная тюрьма практически у центра не самое удачное архитектурное решение. И на помощь пришли они. Частные инвесторы. 2007. Власти ЮАР хоть как-то наладили работу. Последствия апартеида, кое-как решены. Новые реформы введены. Постепенно уровень преступности медленно, но спадает. И вот группа частных инвесторов-застройщиков выкупила землю с небоскребом и решила спасти Понте. Что они сделали? Во-первых, провели самую полномасштабную очистку здания. Было вывезено, опять же по разным подсчетам, от 200 до 300 тонн мусора. Опять же по разным данным было найдено около 30 тел, которые так и лежали там годами. Кто-то скажет, что не так уж и много за 25 лет, но не забывайте, что все-таки тела обычно люди убирают. Плюс это было найдено только во внутреннем дворике, а ведь еще была внешняя сторона. Точное число случаев суицида мы уже вряд ли когда-либо узнаем. Также в Понте сделали серьезную систему охраны. Поставили камеры, наняли кучу охранников, ввели даже сканер отпечатка пальцев, провели полный ремонт квартир, сделали новые лифты, позаботились о красивой отделке. Сегодня там 486 апартаментов разных планировок. Вставили новые окна. Окна, которые находятся во внутреннем кольце, кстати, теперь открывать нельзя, чтобы полностью избежать случаев суицида. Были даже несчастные случаи, когда дети вываливались из окон, просто на него опираясь. И, конечно, они сменили имидж дому. Теперь это молодежное, доступное жилье для студентов и рабочих людей. Там снова открыли пару ресторанчиков и кафешек. В то время, естественно, были проблемы со вторым финансовым кризисом в 2008-м, и владение домом переходило от одних владельцев к другим, но не думаю, что это важные детали. Сегодня Понте-Сити снова жилой комплекс. Там даже можно снять квартирку. Стоимость везде разная, но вроде в среднем аренда начинается от $300-400 в месяц. По Понте водят туристов, рассказывают историю здания, показывают крышу, дают поделать прикольные фоточки, а охрана похлеще, чем в аэропорту. Кстати, рекламный баннер на последних этажах высотки несколько раз менялся. Сначала там висела реклама Кока-Колы, а после реклама телефонного провайдера. А сегодня там висит реклама местной бесконтактной оплаты. Реклама на вершине Понте-Сити считается самой заметной во всем Йоханнесбурге. Я посчитал, что это требует уточнения. Естественно, Понте-Сити упоминается в книгах по архитектуре. Его упоминают многие африканские авторы в своих малоизвестных в наших кругах книгах. Я также нашел книгу Понте-Сити от некоего Нормана Охлера или Олера, но понять, что это за чтиво, я не смог. Прикрепляю для тех, кто интересуется, может вы найдете, почитаете, расскажете потом. Но литература здесь не главное, потому что в первую очередь этот дом стал заметным местом для киноделов.
Но хочу сразу извиниться, крепкий орешек здесь абсолютно ни при чем. Я пошел на такой обман только для того, чтобы завлечь вас на просмотр. Это был самый наглый байт, я каюсь. За это вы можете поставить лайк, так и быть, я вас прощу. Но вот в остальных кадрах все честно. Первым фильмом, где появляется Понте-Сити, стал боевичок про нелегкую жизнь в Йобурге. «Опасная земля» 1997 года с Айсом Кьюбом в главной роли. Но на самом деле Понте тут мелькает буквально в 2 кадрах, и то без персонажей в самом здании. Все остальное является декорациями на студии. Как раз в 96-м, на момент съемки фильма, Понте-Сити был не самым дружелюбным местом. А проводить там съемку так вообще было крайне опасно. Поэтому сам дом Понте в фильме вообще никак не подчеркнут. Пока, брат. Естественно, Понте-Сити появляется в районе номер 9, но, к сожалению, буквально в паре общих планах города. И, естественно, Понте появляется в роботе по имени Чаппи. В этот раз уже более детально, можно разглядеть внутренний двор, место хоть показано и достаточно быстро, но весьма колоритно. А почему естественно? Потому что Нил Бломкамп, режиссер Чаппи и района номер 9, как раз родом из Йоханнесбурга. Так же, кстати, как и Шарльта Копли. А весь состав Die Antwoord родом из Кейптауна, место, где была капская колония. Папа, смотри, собачки. Да, Чаппи. Они здесь, чтобы драться. Также небоскреб засветился в «Обители зла», последняя глава, в очень таком прикольном постапокалиптичном формате. Ну и полноценным прообразом Понте-Сити стал для высотки Пич Трис в фильме «Судья Дредд» 2012 года. Причем не просто прообразом, а практически самой настоящей экранизацией. Потому что весь дом нашпигован бандитами вперемешку с семьями этих самых бандитов и обычных жильцов. Некоторые кадры фильма снимали в самом Йоханнесбурге. Единственное, Пич Трис квадратной формы, ну и, конечно, технологичный, но в остальном это буквально оно. Я уверен, рейды проходили именно так. Ты что стоишь? Укрытие! Совсем скоро выйдет DLC для Робокопа Rogue City, где уж очень похожий сюжет на фильм «Судья Дредд», что тоже я могу считать отсылкой на Понте-Сити. Да и в целом Детройт своей историей сильно напоминает Йобург. Там даже такой же дом стоит цилиндрический, только не в форме колодца. И он не жилой, а офисный и принадлежит General Motors. Ну, не знаю, нахрена вам эта информация. Кстати, если хотите интереснейшую историю про Детройт, напишите об этом. Я бы рассказал вам кое-что прикольное о Робокопе. Не из очевидных, но имеющих место упомянуть, это фильм «Рейд» 2011 года. И вроде как никаких прямых упоминаний о Понте нет, но учитывая просто фантастическое сходство с судьей Дреддом, который вышел всего 1 годом позже, думаю, что Рейд был вдохновлен башней Понте. Как минимум, я считаю, что создатели о Понте-Сити знали. Потому что сюжетно отряд спецназа пытается подняться наверх через толпы отбитых бандитов с обычными жителями. Уж очень это напоминает те самые рейды, которые происходили в Понте в 95 и 98 году. Без глупостей. Также просто забавное и удивительное совпадение, но фильм «Высотка» основан на одноименной книге «Высотка», где элитные жители высотного дома постепенно начинают сходить с ума, убивать друг друга на национальной, религиозной, да и вообще на любой почве. Затирают весь дом, там отрубается электричество, ломается мусоропровод. Короче, очень много параллелей с Понте-Сити. Но книга вышла в год постройки Понта, в 1975. То есть книга как бы предсказала события, а уже в 2015 на основе книги был снят фильм. И мне лично кажется, что создатели как минимум тоже были в курсе печальной высотки в Йоханнесбурге. Также про Понте-Сити было снято много короткометражных африканских фильмов, парочка документальных, также африканских кинолент, несколько выпусков передач, и я точно упустил какой-нибудь более или менее известный западный
западный фильм, где был дом Понта. Но можете написать мне об этом в комментариях. И на этом с кино вроде бы все. Считаю, что стоит здесь прояснить пару моментиков. Есть реально много жутких и ужасных историй про Понте-Сити, но рассказывать я их не стал. Во-первых, из-за цензуры Ютуба, потому что видос либо заблочат, либо повесят плашку 18+, и его вообще просто никто не посмотрит. А во-вторых, из-за самого вайба видео. Потому что тут и без жести все как-то выглядит грустненько, что ли. Но хотелось бы упомянуть и другую сторону медали. Хоть я, по сути, рассказал только плохое про Понте-Сити, но не стоит забывать, что все это время там жили и обычные люди, для которых этот колодец стал настоящим домом. Пока я собирал информацию, начитался много и хороших историй о том, как мигранты, бежавшие из других стран и городов, находили в Понте свое пристанище и жили там долгие десятилетия. Работали, следили за порядком, помогали окружающим, находили любовь, создавали семьи. Конечно, там было очень много положительных моментов. Но я решил, что не стоит романтизировать тот нелегкий период как у Понте-Сити, так и у Йобурга в целом. Его можно романтизировать прямо сейчас, когда дом прекрасно функционирует, в нем живут люди, которые не хотят толкать крэк каждому второму и могут уже как минимум чувствовать себя в безопасности. С него даже бейсджамперы прыгали, между прочим. Сам город с 2000-х тоже сильно изменился. Центр города больше не выглядит заброшенным, но, естественно, бедность и преступность там остались, причем на достаточно высоком уровне. Районы Сентон и Роузбанк стали центрами бизнеса, белые богачи уехали туда. Сам же Йобург, хоть и остается одним из самых опасных городов мира, но уже не такой хаотичный, каким он был в 80-х и в 90-х. Ну а Понте-Сити — это его символ. Эта башня пережила апартеид, криминальный ад, взлет и падение, и опять взлет. Я точно так же, как с Коалуном, не знал о существовании такого дома, и уж тем более его историю. Да, конечно, я замечал в фильмах, видел упоминания всяких орлов и решков, но про само существование такого явления, что весь дом нашпигован нарколыгами и говном, а на самом верху сидят самые опасные бандюганы, я даже не подозревал. Многие в видео о Коалуне говорили, что жаль, что город снесли. Было бы круто в него сгонять. Ну, у вас есть шанс посетить другое, как мне кажется, не менее интересное и атмосферное место. Башня Ада стоит и разрушаться пока не собирается. Единственное, что сам ЮАР не супер классная страна, и Йобург не самый безопасный город, но тут уж кому какие острые ощущения нужны. В любом случае, пример этого здания, как минимум для местных, напоминает о том, что любое место можно изменить, даже адскую башню. Все, всем спасибо за просмотр, не буду вас просить ставить лайки, думаю, если вы досмотрели до этой минуты, то и так уже это сделали. Жаль, конечно, что вы не посмотрели видео про Годзиллу, ну ладно. Ночь по бетонным крышам, в башне забытых дышат. Стены хранят наш страх, тени горят в глазах. В пыльных коридорах шепот заводит споры. Падали мы и шли, башня хранит мечты. Понте-Сити горит, разрывай тишину. Мы живем в пустоте, мы горим на бегу. Понте-Сити кричи, разрывай города. Мы танцуем во тьме и взрываем сердца.
сердца. Погасите гори, разрывай тишину. Мы живем в пустоте, мы горим на бегу. Погасите кричи, разрывай города. Мы танцуем во тьме и взрываем сердца. Башня хранит мечты,